При фрезеровании торцевой поверхности очень сложно получить гладкую поверхность. Все равно фреза, когда идет, оставляет полосы. Нет проблем, когда вся поверхность является плоской, потом можно отшлифовать либо станком, либо ручной шлифмашинкой. Но если есть углубление и плоское дно, то использовать электроинструмент нельзя, и приходится шлифовать вручную. Это занимает несколько часов и очень непродуктивно. Например, когда делаются шкатулки торцевые или, например, делаются вот подобные блюда или тарелки под орехи, вот эта поверхность получается не гладкая, приходится долго шлифовать вручную. Я долго бился над этим вопросом, и сейчас компания Demar предложила мне протестировать их фрезу, которая специально они изготовили для фрезерования торцевых поверхностей. Эта компания занимается изготовлением различных инструментов, в том числе и фрез. Эта фреза трехзаходная, у нее 3 режущие грани. Есть надежда, что она оставит более чистое дно, чем другие фрезы. Фрезеровать буду в 2 этапа. Сначала вот такой самой обычной энкоровской фрезой сниму 14,5 мм, а затем этой фрезой сниму полмиллиметра. То есть я уже знаю, что эта фреза оставит очень грубые следы на поверхности. Надеюсь, что оставшиеся полмиллиметра эта фреза снимет чисто, и мы получим гладкую поверхность. Хорошо видны 2 проблемы, с которыми сталкиваешься при фрезеровании торцевых поверхностей. Во-первых, прижог в месте входа фрезы, причем ступенчатый вход не решает проблему. И вот эти круги, так где шла фреза. Все вот это убрать вручную практически невозможно. Ставим вторую фрезу. Это результат после чистового фрезерования. Прижогов нет, но небольшие круги остались. То есть фреза оставила след. Они, конечно, гораздо меньше, чем от предыдущей фрезы. И, надеюсь, легче берутся ручным фрезерованием. Теперь осталось немного скруглить вот эти острые углы. Для этого буду использовать вот такую фрезу. Отфрезеровал я вторую тарелку первой фрезой, и вот можно сравнить результаты. То есть здесь уже прошла чистовая фреза, а здесь только первая грубо-черновая обработка. Продолжим эксперименты далее. Вот есть у меня практически такая же фреза,
как и тестовая. Эта фреза была приобретена через интернет в магазине фрез. Она показала хорошие результаты. То есть я сейчас хочу вторую тарелку отфрезеровать вот этой старой фрезой и сравнить уже результаты с тестовой. Отфрезеровал я вторую тарелку, то есть вот эта вот первая тарелка с тестовой фрезой, это вторая тарелка, на которой я использовал свою старую фрезу. Ну, в принципе, результаты практически одинаковые. И там все-таки видны следы от фрезы, и все это придется убирать вручную. То есть убирать, конечно, немного, но в любом случае это ручная работа. Вот такие результаты показывает трехзаходная фреза. Конечно, очень хороший результат показывает фреза типа Ball Nose, но все это занимает гораздо большее время. Мне нужно найти вариант фрезерования пазовой фрезой, чтобы получить вот такую более гладкую поверхность. Если у кого-то есть какие-то идеи, буду рад выслушать.